Мы сегодня начинаем следующий блок занятий. Поэтому на сегодня у нас как бы три таких информационных части. Первое, по эзотерике в целом и по нашей программе, по данному курсу, по которому мы начинаем двигаться. Раз. И два блока уже по сегодняшнему занятию. Значит, по тому, что такое эзотерика, как выглядит на данный момент наша программа. Самое главное в эзотерике что? Раскрой способности, научись общаться с тонким миром и применяй это. Да, вот основной инструмент — это духовное целительство. Для чего? Ну, для всех возможностей, которые эзотерика тебе дает. И что бы ты ни хотел, что тебе нужно? Тебе нужно понимать, что для тебя скажут высшие силы, да что они хотят. Проблемы, почему проблемы, и что нужно сделать, чтобы с ними попрощаться. Возможности какие есть, что нужно, чтобы их можно было бы использовать. Вот в основе эзотерики лежит, что общение с душой и с тонким миром, да, силами, которые отвечают за тебя, за твою судьбу, понять, что они от тебя хотят, и выполнить условия, и получить приз. В двух словах по эзотерике. Как устроена наша программа? Первый курс, фактически, это базовая подготовка по основным духовным практикам. Что такое эзотерика? Ну, там все вопросы по эзотерике, да? Базовые представления, управление собой, что такое ритуалы, что такое духовное целительство, что такое проблемы, как с ними прощаться, возможности, как их использовать. Фактически первый курс — это базовые представления по эзотерике и по духовному целительству. Без духовного целительства человек основные возможности по эзотерике не может использовать. Первый курс основной — это понять, что такое духовное целительство. Ну, точнее сказать, это вторая ступень, вот по этой программе по большой, да, мы прошли первую часть, да, можно сказать, курс 2.1, да, условно мы закончили. Его основное назначение какое? Все основные, не все, да, но очень много возможностей эзотерики мы рассматриваем по внутреннему миру, по судьбе. Одни из ключевых задач каковы? Это очищение. Да? По эзотерике огромное число возможностей мы рассматривали в программе «Познание любви и силы». Для большей части людей эти возможности, ну, кто-то помнит, но они недоступны. Нельзя их применить в жизни, пока человек не достигнет определенного уровня чистоты. Да, вот задача второй ступени, да, по духовным практикам — это что? Вычистить свое сознание, вычистить свою судьбу. Результат — это состояние счастья, избыток энергии и соответствующее покровительство. Поэтому задача вот этого курса, с одной стороны, мы рассмотрели ключевые возможности по судьбе, по прошлому, настоящему, по будущему, по внутреннему миру, по всем составляющим, там, да, сознание, энергетика, тело, внешняя система. Да, мы как бы все это рассмотрели, но нам это нужно доводить до ума, да, это дочищать до нужной кондиции, до определенной чистоты, да, до включения энергии, опять же, выход на цели и дальше уже достигать каких-то внешних результатов. Следующий шаг, который мы сегодня начинаем, фактически принципиально новую информацию у нас будет, если будет, то немного. Нам нужно по тем вопросам, по тем возможностям, которые мы сами рассмотрели, дорабатывать их до практического результата. Первые две темы мы с вами озвучили. Да, то есть одно такое глобальное направление — это самореализация. Да, фактически самореализация — это что? Это локомотив, который судьбу человека может вывести на следующие уровни. Да, понятно, что самореализация предшествует внутренние изменения, развитие, но если результаты развития человек не подключит к самореализации, то развитие останется в зале, а жизнь его не изменится. Поэтому первая тема, с которой мы с вами начинаем вот этот блок занятий, это самореализация. Вторую тему мы также обозначили на предыдущих занятиях. Это что? Это устранение основных угроз там, по судьбе, по этому воплощению, по последующим воплощениям. И не пропускать основные возможности, которые дает жизнь. Да, но это в двух словах. Итак, по самореализации. По самореализации мы с вами рассмотрим сегодня два ключевых принципа. Если каждый из принципов рассматривать, он будет более объемный, на порядок более объемным. Но мы их рассмотрим коротко. Дальше вы смотрите, сколько вам нужно усилий, чтобы эти принципы стали нормой.
Первый принцип – это лучшее из возможных, да, один из основных законов мышления. Но почему он основной? Потому что если он не работает, все остальные знания человеку, грубо говоря, в принципе бесполезны. То есть он их в принципе не будет применять. Да, то есть лучшее из возможных, человек думает, а как поступить лучше? А если он этот принцип не применяет, то дальше как он поступает? Всегда как привык, как раньше. Все. Да, противоположность колее – думать. Интеллект, да, наш разум, наша голова начинает думать когда? Когда вместо одного привычного варианта человек спрашивает, какие могут быть варианты. Он их, да, вот сам алгоритм какой? Первое. Разум творит и, пожалуйста, варианты набрасывает. По лучшему из возможных. Сам алгоритм выглядит как? Да, то есть его назначение. В целом приоритет подсознательного управления, когда думать не нужно. Голова не для того, чтобы думать. Она просто озвучивать нужна для решения подсознания. Это вот первый уровень. Первый уровень, как все, да, вот привычка, стереотип. Да. Дальше человек начинает задумываться, на третьем уровне у него уже отрабатывают лучшее из возможных. Да, и на втором уровне тоже начинает включаться думать. Сам алгоритм выглядит как? Какая-то значимая ситуация, там, постановка цели, там, ответственное решение. Если разум свободен, он все, творит. Эта схема, вот как работает лучшее из возможных. Да, творить, дальше анализировать и делать выбор, который ты потом обязательно реализуешь. Да? Если этот принцип не работает, то человек, что бы ни изучал, он не подключает полученные знания, способности, ну все, что у него есть, к реальной жизни. Почему? Да он просто не думает. Основные программы, по которым здесь нужно прорабатывать, что этому мешает. 4 основных типа программ, по крайней мере на сегодня 4, которые блокируют вот эту формулу, вот этот принцип. Да, вот они говорят, поступай противоположным образом. Да, первое – это безответственность. Что такое ответственность? Вот как тебе идти вверх? Рисуешь маршрут, да, из пункта А в пункт Б, который находится выше, и идешь по этому маршруту. Ты прокладываешь дорогу и делаешь то, что раньше не делал, поднимаешься вверх. Программа номер 2 такая вопиющая глупость. Да? Сколько вариантов решения задачи? Один, и он мне не нравится, он отвратительный. Но так как других не существует, я буду делать его. Ну, как бы вот один. Отсутствие вариантов. Да? Тренируешь свой разум, да, как вот предпринимателям. Много вариантов. И выбрать лучшее. Все существующие варианты. И выбрать лучшее. Да? Следующее, что мешает вот разуму творить. Да, это его проблемы. Да? А вот так, не, страшно жуть. А здесь нужно думать, это не для тебя. Ну, куда ни посмотришь, везде сидит какая-то проблема у человека на голове. И разум хочет посмотреть куда-то, его кувалда. Не надо туда смотреть. И здесь не заслуживаешь, и здесь сложно, и здесь опасно. Вот у тебя есть коллеги, вот и ползи. Да, вот проблемы что делают с разумом человека? Они запрещают ему рассматривать другие варианты, другие возможности. Да, это власть проблем. Ну и последнее – это гордыня. Это противоположная программа, если, да, вот власть проблем, она прибивает человека, да, не позволяет лететь. Да. А гордыня, да мы такие крутые, да у нас весь мир у ног, да нам там все должны. Если за этим не следуют реальные действия, ежедневные, цели, планы, действия, если за этим не следуют действия, все это глупость, иллюзия, но только вид с другой стороны. Просто болтовня, за которой ничего не следует. И кто ему будет верить? Никто. Какие произойдут изменения в его судьбе? Никакие хорошие не произойдут. Почему? Где действия? Да, вот все, что влияет со знаком минус, нужно убрать. И все, на что можно опереться, были там я в предыдущих воплощениях, когда горел, верил, бесстрашие, отвечал за каждое слово, но это все нужно активизировать, поднимать, на это нужно опираться. Да, ну, общий принцип. Да, вот у нас сегодня убеждения, все, что на них влияет. А влияет в том числе ситуация, там, какая-то подготовка, какие-то взятые обязательства, вот все это нужно вычищать. И на что можно опереться, на это нужно опираться.